Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами я, Георг, друзья мои. У нас сегодня выпуск будет очень интересный. Я для себя открыл новую траву. Вы правильно поняли. Трава называется исоп. И этим травой мы будем сегодня мариновать свинину. Она очень хорошо подходит. Он называется исоп. Так, друзья, и ранее вы видели, что за трава. Это одна такая хорошая бабушка дала. И, говорит, очень хорошо подходит к шашлыку. Первый раз слышу. Исоп, шашлык, что это такое? Прогуглил, узнал. Замечательная трава, подходит только к свинине. И сегодня я решил приготовить свиные ребрышки с исопом. Сегодня нас опять снимает, как всегда, наш постоянный император Арсенчик. Всем привет! Привет! Друзья, что я вам скажу? Следите, смотрите и повторите. Вдруг у вас получится и скажете, да что это такое, что за новая трава? Вот сегодня у меня как раз и тест-драйв. Я замариновал уже, но я сейчас вам покажу, расскажу, что там есть в ингредиентах. Она уже прошла 4 часа маринада. И сейчас будем пробовать сделать тест-драйв. Пожарим, покушаем. И в итоге я вам все расскажу про этот траву исоп. Да, кстати, сегодня встретил очень такого доброго человека, подписчик мой. Денис, привет. Денис из Золотского. И как раз мы с ним общались минут 5. И спрашивает, а что это за трава? Я говорю, сейчас будем снимать ролики. И что это за трава? Рядом в очереди стоит бабушка и говорит, она у меня в огороде растет. Ну, хорошо. И куда вы, бабушка, добавляете? Она говорит, в супы. Говорит, она очень хорошо еще помогает от кашля. Да ну, серьезно? Значит, будем кушать шашлык и вообще не кашлять. Да, друзья, постоянно будет лайфхаки от Георга. Я вам покажу лайфхак, как правильно точить нож. Это Романтина, это обвальный нож, видите, да? Она новая. Я уже им пользуюсь, но я вам покажу и открою некоторые секреты, как правильно точить нож или не точить, вернее всего, править мусатом правильно. Смотрите, есть нож, большой палец, ставите вот так в середину, берете вот эту середину и смотрите, друзья, что происходит. Вот мусат. Берете и вот, смотрите, вот это палец, когда упирается в мусат, это и есть угол наклона заточки. Поняли? Раз, 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 раз. Этот палец, как раз этот уклон, не даст, чтобы вы лишнего, уклон как раз будет правильнее. Раз, раз. И это делаем быстро. Берем вот так. Раз, раз. Не смотрите, а вы просто чувствуете, что палец не даст неправильный уклон. Вот он. И от себя. От себя все, короче. Друзья, значит, получается, в нашем маринаде сегодня я использовал соль, черный перец, красный перец, паприка, в легкую там сушеные помидоры с ними, и чесночок, и самую главную траву, исоп, друзья, исоп, ё-моё. Сейчас я хочу посмотреть в итоге, что же у нас выйдет за шашлык, прямо сделано с исопом. Смотрите, какие кусочки, какой маринад. Да, я сказал, что чеснок добавил. И вот такие ребрышки, друзья, вот такие ребрышки, красота. Ой, пападжан, вот она, смотрите, какая красота, какая грация. Давайте немножко еще перемешаю. И вот она, трава исоп, вместе вот, если видите, прямо четко вот. Все. Запах очень приятный. Чем она приятность? Да, я добавил еще сюда водички, питьевой воды. Не минералку, сразу говорю, это была не минералка. Хотите минералку, еще быстрее добавьте минералку. Но я делаю это обычной водой. Вот так вот. Поехали, готовим. Прежде чем нанизывать на шампуры, нужно сначала костер. Без костра не будет, конечно,
шашлыка. Да, Арсен? Да. Все. Берем карцер от шампурчики и начинаем поджигать костер. Берем уголь, друзья. Без угля не будет ни грамма огня. Вуаля! Даешь в стране угля мелкого, ну немного, конечно, но лучше крупного, березового, карандаши. Получил новый уголь, новую партию Smart Barbecue. Вообще замечательный угол, кокосовый, горит не дуром. О, смотри, уголь кокосовый, 100%. Вообще замечательный уголек. А она мне очень сильно помогает в кейтерингах. Когда много готовлю, мне сильно помогает. Мне надо постоянный жар держать долго. И вот она. Smart Barbecue. Так, ну что, друзья, начинаем нанизывать на шампура наши ребрышки. Ребрышки, сразу скажу, это не домашка, это фермерское мясо, но она замечательная. Главное его правильно нанизывать, чтобы ничего не провисло. Вот так. Поняли, да? Это она еще в водичке. Она еще раздулась, закачала в себе воды, поэтому куски такие. Они не такие были. Они, кстати, вот у них такое свойство есть у этого мяса расти. Вот она и растет. И вы тоже ешьте и растите. Так, ну что, друзья, угли посидели, подумали, и получилась вот такая картина. Вай, пападжан, вай. Все-таки мне интересно, какой же шашлык получится с исопом, друзья. Будет замечательно. Жарко. Друзья, и вот на такой стадии, почти завершенной стадии, добавляем мой фирменный соус обязательно. Теперь я ребрышки кушаю только так, помазав финально моим соусом. Ну что, Арс, готов наш шашлык. Давай сейчас аккуратненько все снимаем. Ох, как я люблю такие кусочки. Суперские кусочки. Ой, пападжан, ой.
Друзья, и к этой красоте обязательно добавляем вот эта неотъемлемая часть, когда с соусом. Вот такой добавьте немножко кунжута. Ну что, друзья, вот он, османдос. Познакомьтесь, сыр, зелень, лучок, базилик и горячий хлеб прямо с костра. Вот такой вот османдос. Ну что, приступаем к шашлыку. Ай, пападжан. Ну что, наш сегодняшний шашлык с иссопом готов. Ребрышки. Супер. Супер, ребята. Это что-то. Закрываем и пробуем. Эх ты. Османдос. Ага. Мягкий? Да, мягкий. И вот соус дает свой вкус. А вы чувствуете иссоп? Иссоп? Я знаю, что, честно, я его не пробовал, я не знаю, какого он вкуса. Ага. Но вкус, да, есть какой-то интересный. Интересный вкус есть. Вот он. Здесь получился такой коллаж. Соус, он сейчас преобладает, доминирует, правильно? Угу. Ну, но вкусно, очень вкусно. Мне понравился. Вау. Ой. Ну что, обнал? Обнал, дорогие друзья.